Харе Кришна. По поводу молитвенной практики, вот вы, бывает, собираетесь и молитесь за кого-то. И Мы собираетесь воспеваем славу Господу, но посвящаем это кому-то. Вот. Вот я бы хотела спросить, мы вот собираемся, ну, вот, допустим, воскресный там или на киртан, да, но мы не посвящаем это, ну, в плане, что это конкретно за какого-то человека. У нас такого нету. Хотела бы вот узнать побольше об этом. Видите, женщины иногда используют старших для того, чтобы навести порядок. Вот они, допустим, что-то хотят поменять, и как бы приехал старший, очень хорошо. Сейчас я ему задам вопросик, чтобы откорректировать здесь руководство местное. И еще второй нюанс этого. Получается, у нас есть такое, бытует мнение расхожее, что за других молиться не надо. Может быть, там такой нюанс, что пока ты сам не вычитал свои круги, пока ты сам не сделал вот, за себя полностью, тогда ты... Мои дорогие друзья, вот давайте разберемся вот в этом вопросе. Это очень важно. Вот вы когда свои круги читаете, вы копите отношения с Кришной, да, духовное благочестие такое. Копите свою духовную силу в отношениях с Ним. Параллельно копится благочестие, которое приносит возможность людям нормально жить в этом мире. Как надо с этими двумя типами благочестия вообще обращаться? Когда человек, духовное благочестие копится независимо от того, чего я хочу. Оно просто копится от того, что я служу Кришне. И с этим ты ничего не сделаешь. Ты, допустим, можешь сказать, я отдаю свое духовное благочестие всем людям на земле, чтобы они вышли из ада. От этого уменьшится твое благочестие духовное или нет? Нет. Теперь давайте разберемся с другим благочестием, которое связано с материальным благополучием в этом мире. Вот здесь у преданных есть большие проблемы. Они реально не понимают, что если человек это благочестие, которое у тебя есть, твое, отдает другим людям, они думают, что он что-то теряет. Наоборот, если он жмотится, он теряет. Поэтому типа сначала свои круги отчитай, потом за кого-то будешь молиться. Это полный бред. Потому что надо всегда отдавать. Вот ты читаешь мантру, пускай у всех живых существ все будет хорошо в этом мире. Я отдаю тому человеку, другому. Я хочу служить Кришне, лично я. Но я все отдаю, вот пускай у всех все будет хорошо с самого первого круга. Нет, я буду 16 кругов жмотиться, а потом буду отдавать. Чем больше человек отдает, тем больше Кришна ему возвращает. Так материально благочестие работает. Тоже на духовной основе. Не то, что я 5 гривен кому-то отдала, и все, опа, где 5 гривен? А я отдала. Нет, если человек отдает, желая помочь людям, Кришна ему возвращает. Дальше очищая его сердце. Не просто возвращает, очищает его сердце еще вдобавок. Река любви должна через сердце течь. Постоянно отдаем, постоянно. И постоянно Кришна возвращает. А? Я как бы... У нас есть там такой большой рупор такой на храме, такой большой-большой. Я, когда приходит время, я... Аллах Акбар! Там кричу, и все приходят в храм сразу после. Как у нас это проходит? Ну, просто напишем в этом в Телеграме, что ретрит будет. Кто хочет, тот приходит помолиться. Спокойно, тихо, кличей никаких нет. Все тихонько. Вот. И громко повторяем Святое Имя потом, потому что есть у молитвы есть две силы. Есть сила любви. Когда человек любит Кришну, то это называется баджан. Он повторяет тихо, спокойно, и любовь льется в его сердце, он помнит о Кришне. Если человек не имеет достаточно любви, то мысли мешают ему сосредоточиться. И тогда сила, второй аспект воспевания, сила означает громкий звук.
означает, что мы эмоционально, громко очень повторяем Святое Имя, чтобы привлечь память к Святому Имени, от себя оторвать. Две вещи приковывают память. Любовь. Вот человек влюбился, допустим, он забыл про себя, он думает о своей любви только, все. Или сила. Танк на тебя едет, ты обо всем забыл, танк смотришь. Сила или любовь приковывает память человека. Да, человек сильно повторяет Святое Имя со всей силы. Это для начинающих преданных очень хорошая практика. Она мобилизует сознание, память очень глубоко погружается. И нужна еще удипана. Что такое удипана? Это те напоминания о Кришне. Самый лучший удипана является голос чистого преданного. Бхактисанта Сарасвати Такур говорил, что киртан — это когда есть хотя бы один чистый преданный. Тогда киртан. Мы включаем киртан, голос Шрилы Прабхупады, начинаем повторять вместе с ним Святое Имя. Мы так делаем. У вас, может быть, другие правила здесь. Это тоже нормально. Старшие устанавливают правила. Мне разрешили так делать с моей старшей. Я включаю голос Шрилы Прабхупады громко, мы включаем громко, воспеваем Святое Имя все вместе. И мы это делаем для чего? Для того, чтобы прославить Господа, Шрилу Прабхупаду. Но перед началом этого мероприятия мы говорим, это все посвящается такому-то преданному, чтобы у него все хорошо было. И все вместе, как начали молиться, и у него потом, правда, все налаживается. Но если нам по барабану на преданных, то что-то с ним там происходит, все равно. Тогда мы говорим, надо молиться только, воспевать Святое Имя, ни о чем не думать, это чистое преданное служение, все остальные по барабану. Вот. Не обращайте на кого внимания, пусть все загибаются. Это имперсонализм. Вы сами у себя в храме выберете, у вас персонализм или имперсонализм. Если преданным не нужна никакая помощь, у вас все хорошо, можно ни за кого не замолиться. А если нужна, можно молиться, и будет результат. Человеку действительно поможет. Это факт.